сидишь, на старой железяке далеко не упрешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый Пин-кот, 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 Пин-пин-пин. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый Пин-кот, 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 Пин-кот. Тот самый Пин-кот, Пин-кот, Пин-пин-пин. Тот самый Пин-кот, 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 Пин-кот. Нацвели, хризантемы в саду. Осторожней! Полы свежевымытые. Подождите, пока просохнет. Савунья, блеск твоих полов может сравниться лишь с мягкостью булочек, которые ты приготовила на ужин. Это самый романтичный комплимент в моей жизни. Ой. И признаться, это довольно грустно. Романтика – это всего лишь приукрашивание действительности. Оставьте ее тем, кто не умеет готовить. Так, вешаем здесь. Повыше. Ага, вы чего это тут мусорите? Я только убрала. Это украшение к празднику, ко дню Святого Валентина. Валентина? У нас что, новенький на борту? Так День всех влюбленных называется, 14 февраля. В этот день принято дарить тому, кто нравится, Валентинку. Ну, какой-нибудь подарочек в виде сердечка. Ну, косо же! Левый край повыше! Надо же, какой милый праздник. Не то слово. Так, мальчики, тут мы закончили. Еще шаролет в розовый цвет перекрашивать нам. Нам. Эх, молодежь! Чего только не напридумывают, от нечего делать. Ха! Валентинки! А по-моему, очень трогательная традиция. Да-да-да, и крайне неграмотная с биологической точки зрения. Все эти валентинки – символические изображения нашего сердца. Причем сходство довольно-таки отдаленное. Наше сердце стало источником многих заблуждений с древних времен. Ведь это самый громкий орган, который неизменно привлекает внимание. В отличие от не менее важных, но тихих – печени, почек, селезенки или, например, мозга. Древние охотники быстро установили, что с остановкой сердца заканчивается и жизнь. Так появился миф, что вся наша суть содержится в сердце, якобы самом главном органе. Даже его название говорит о важности. Сердце, сердцевина, середина – все это однокоренные слова. Отсюда и выражение, характеризующее личность: доброе сердце, храброе сердце, каменное сердце. В Древнем Египте при бальзамировании мумий наибольшее внимание уделяли именно сердцу, а мозг просто выкидывали. Считалось, что от него никакого толку. Поэтому, если встретите ожившую мумию, не пытайтесь с ней договориться. Она, скорее всего, будет крайне глупа. И только в 1628 году английский врач Уильям Гарвей установил, что сердце всего-навсего насос, который прокачивает кровь по сосудам. Поэтому считать сердце символом любви – это дремучее заблуждение. С тем же успехом это мог бы быть и желудок. Ведь у влюбленных часто пропадает аппетит. Лучше все-таки мозг. Ведь именно он отвечает за наши, простите, инстинкты. Нет, дружище, символ любви – это не мозг, а его отсутствие. Тонко подмечено. Старые
Глупые, бесчувственные сухари! Вот вы кто! Такой милый праздник, так нет. Им надо повыпендриваться и все обхихикать. Не хотите делать валентинки? Это ваши проблемы. Но не вздумайте портить праздник остальным. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Что ж, для некоторых заблуждение уютней истины. А ты знаешь, ведь Савунья в чем-то права. Что-то мы в последнее время и правда зачерствели. Скорее помудрели. Кстати, рыба. И поскучнели. Мы перестали совершать милые глупости и романтические безумства. Только не говорите, что это вас расстраивает. Нет, меня это пугает. Нет. Нет, не то. Может, не стоит принимать это так близко к сердцу? Стоит, дружище, стоит! Именно к сердцу! И мы еще посмотрим, кто здесь старый сухарь. Так, где же это было? А, вот! Туманность сердца. Когда Савунья проснется, то увидит в иллюминаторе самую удивительную валентинку во вселенной. Действительно, довольно символично. Но, боюсь, разочаровывать. До этой туманности более 7000 световых лет. Мы просто не успеем долететь к утру. Впрочем, вы всегда можете показать Савунье эту фотографию. Ха, подумаешь, 7000 световых лет. Давненько я не совершал романтических безумств. Ха-ха, полный вперед! Утро туманное, утро седое. Карыч! Доброе утро, коллега! И с днем Святого Валентина! Только не говорите, что вы всю ночь провели за штурвалом. Ха-ха-ха! Подумаешь, ха-ха, в юности я мог не спать сутки напролет. Именно что в юности. В нашем возрасте нарушение режима может иметь самые серьезные последствия. Сколько кофе вы выпили? Ерунда! Ха-ха. Главное, мы у цели. Феноменально. Ну что, уже можно открыть глаза? Еще рано. Давай на счет 3. 1, 2. Карыч, когда же будет 3? Карыч! А как там мой моторчик? Пока рано судить, но последствия вашего необдуманного самоистязания могут быть весьма плачевными. Посмотрим, что покажет ЭКГ. Что? Электрокардиограмма. Проще говоря, электрические импульсы, которые возникают при сокращении вашего сердца. Как мы уже выяснили, сердце – это насос, качающий нашу кровь. При каждом качке этого насоса по артериям проходит волна. Эти волны легко ощутить, если, например, положить пальцы на запястье. Такие волны называются пульс. У здорового человека пульс может быть от 60 до 100 ударов в минуту. Так почему мне просто
не проверить пульс по старинке? Увы, пульс дает далеко не полную картину работы нашего сердца. Но в начале 20 века ученые выяснили, что при каждом сокращении от сердца по всему телу растекаются электрические токи. Правда, эти разряды очень малы. Их напряжение примерно в 1000 раз меньше обычной пальчиковой батарейки. Но современные приборы легко могут измерить даже такие незначительные импульсы. Эти импульсы, возникающие при сокращении сердца, называются электрокардиограммой или сокращенно ЭКГ. Ха, и о чем же могут поведать эти загогулины? Каждая такая загогулина показывает, как работают отдельные части нашего насоса – предсердия и желудочки. Сокращаясь, они генерируют разные импульсы, которые видны на ЭКГ. По величине и форме полученных импульсов мы можем определить, как работают разные части сердца и что они в порядке. Итак, сейчас распечатаем кардиограмму и проверим ваш насос. Как можно было довести себя до такого состояния? Я хотел подарить тебе самую удивительную Валентинку во Вселенной. Сухарь, ты бесчувственный. А о том, что я буду волноваться, ты не подумал? Сердца у тебя нет. А вот это мы сейчас и проверим. Поздравляю! Все импульсы в норме. У вас феноменальное ЭКГ. А плохое самочувствие, видимо, просто от переутомления. А почему вы так странно на меня смотрите? Это лучшая Валентинка во Вселенной. Вот, как ты заказывала. В 2 слоя, еле успели. Молодцы, молодцы. А где Валентинки-то мои? Только не говорите, что у вас не хватило времени на самое главное. Где мои Валентинки? На старой железяке далеко не улетишь, на старой железяке далеко не уплывешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только